Да, спасибо. Еще вот забыл сказать, вот, действительно вы правы, что с сосудами связано, что лучше эластичнее может быть проходимость улучшилась сосудов. Тахикардия иногда мучила меня тоже. Сердцем были проблемы, сейчас, слава тебе, Господи, не наблюдаю. Сергей, здравствуйте. Мне мой помощник Никита передал, что вы с ним связывались в начале недели, попросили перезвонить. У вас есть определенные интересные результаты применения синтезита. Для тех зрителей, кто нас будет смотреть потом в записи, я сделаю такую маленькую ремарочку, что такое синтезит. Синтезит – это железо, это инновационное железо, полученное методом электрохимической, электрофизической модификации. Оно имеет очень много биоактивных свойств, биогенных свойств, благотворно влияет на гемопоэтическую кроветворную систему, восстанавливает эту систему, восстанавливает систему кроветворения, разжижает кровь, восстанавливает, омолаживает организм, дает силы и энергию. То есть на сегодня мы имеем порядка 40 благоприятных эффектов, которые мы получаем напрямую от наших людей, которые нам дают нашу обратную связь, которые мы получаем из тех научных исследований, которые у нас имеются. На данный момент насчитано 3 научных исследования. Вот. У синтезита очень много положительных свойств. Самое главное, то, что он способен остановить старение, ускорить регенеративные, регенерационные процессы, восстановить органы и ткани, повысить жизненный тонус, жизнеспособность и дать, как сказать, здоровье, молодость и счастье практически любому человеку. Но, естественно, для этого надо применять определенные усилия тоже, такие как здоровый образ жизни, какая-то физическая нагрузка, как говорится, не противодействовать. Итак, Сергей, еще раз здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как вы познакомились с синтезитом, какие у вас есть интересные наблюдения? С синтезитом познакомился по рекомендации. Вот, значит, заинтересовался, так как со здоровьем там проблемки, конечно, к 50 годам небольшие появились. Решил попробовать. Первое применение, значит, попробовал, почувствовал улучшение некоторые. Значит, во-первых, в общем состоянии прошли, значит, негативные такие вещи, как я страдал приступом мигрени, прошли у меня, уже 2-й месяц нет. Значит, общий тонус организма улучшился. Дальше, значит, не знаю, как-то вот все стрессы, нервные какие-то вопросы по работе тоже легче стал переживать. Масса, в общем, тут по направлениям надо разбирать. По поводу стрессов, на самом деле, да, очень многие потребители синтезита отмечают тот факт, что ты становишься более таким спокойным, уравновешенным и как-то более спокойно переживаешь вот эти все эмоции, которые вокруг нас витают, так сказать. Да. Есть такое, это правда. Хорошо, а вам, получается, уже около 50 лет, да? Да, 50 в этом году юбилей был. Хорошо. И вы долгое время страдали мигренями, как вы сейчас выразились? Практически всю жизнь. Вот с детства, как наследственное, видимо, что-то. И, значит, начал принимать, первое время еще появлялись, но режь железа. Сейчас последние 2 месяца я не наблюдаю. Прошли, да. Не знаю, синтезит помог или нет. Может быть, возраст как-то поборол. Я склонен, конечно, думать, что все-таки лекарство помогло. Синтезит это не лекарство, да, это микроэлемент в основе железа, такое биоактивное, аналогов ему нету. И почему при мигрениях может помогать, да, то есть если это связано было каким-то образом с сосудами, то получая синтезит, организм имеет возможность восстановить сосуды, перестроить сосуды, сделать так, чтобы области мозга хорошо снабжались кровью, если они там плохо снабжались. То есть в принципе. Да. Я не думаю, что с возрастом могут болячки сами как-то проходить. Знаете, в каком случае это может быть? Если их заменит какая-то еще более тяжелая болячка. Не дай бог, конечно. Не дай бог, да. Поэтому я думаю, все-таки синтезит. Да. И вы говорили, общий тонус, да, у вас улучшился? Да, общий тонус. Я по утрам встаю легче, высыпаюсь. Не знаю. Веселее жить стало в целом. Как-то те моменты, которые меня огорчали в жизни, сейчас думаю, почему бы и нет. Хочу даже пользу какую-то с этого поиметь.
Ну, то есть положительнее, веселее стало жить. Ну да, да, Не знаю, это ну, да. внутреннее какое-то такое состояние, Мгм. ну, такое, душа успокоилась. Мгм. Мгм. Отлично, да. Ну да, это есть такое. То есть эмоциональная система человека становится более стабильной, человек становится более стрессоустойчивым. А если человек занимается медитациями, какими-то йогами, да, там практиками духовными, то он более быстро входит в такие состояния, потому что он уже изначально более спокоен, у него более сильная нервная система становится. Не, Есть ну, такое. этим я и практикую. Мгм. Вот. Поэтому думаю, что синтезит помогает. И вот для сравнения, я как-то это самое, вот принимал подряд, не знаю, две упаковки. Потом забыл заказать вовремя. Вот, и прошло 2 недели. И вот в течение конце второй недели, дня 3-4, я вот почувствовал, что возвращаясь ну, в старое свое состояние, как бы, э, то есть без поддержки синтезита, не знаю, с поддержкой синтезита, вернее, лучше себя чувствую я, по крайней мере. Да, лучше. Вот тут Возможно, это самовнушение какое-то, может быть, еще что-то, ну, не знаю. Вот. Пока в данный период времени у меня он является хорошим помощником синтеза. Мгм. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вы ведете какой образ жизни? Вы употребляете мясо, алкоголь? Вот я вижу, вы курите айкос. Да, ну, в связи с тем, что у меня, значит, панкреатит, поджелудочная железа, это, значит, после операции у меня, после травмы удалили селезенку в 2000 году, и, значит, вот из-за этого пострадала поджелудочная у меня. И вот страдаю панкреатитом. Значит, придерживаюсь диеты, мясо ем, но только вареное. Вот, редко-редко там по праздникам где-то на шашлыки, может, выедем и все. Но Мгм. как бы таким вегетарианцем не являюсь. И никогда Хорошо. не был. Хорошо, я просто хотел сказать то, что вот, на нашей практике, если человек ведет такой более, да, здоровый образ жизни, там меньше употребляет мясных продуктов, алкоголя, там делает какие-то упражнения определенные физические, то действие синтезита больше сохраняется после того, как он перестает его употреблять, потому что, ну, у организма элементарно просто меньше токсинов, меньше повреждающих факторов вот этих вот. Да, поэтому да. А если как бы, да, такой обычный образ жизни, то, ну, периодически все-таки надо принимать, да. А скажите, пожалуйста, Сергей, вот вы сказали, что еще по пунктам какие-то у вас есть наблюдения. Вот что-то еще там замечено было со стороны физического? Ну, я занимаюсь спортом немножко, где-то 2-3 раза в неделю, бассейн, у меня фитнес, выносливость повысилась. Вот на Угу, тренировках я больше делаю сейчас. угу, Бассейн дистанцию больше проплываю. И усталости нет такой. Вот там, помню, час-два приходилось там сидеть, там, ну, если это самое, перегрузился. А сейчас быстро останавливаюсь, как молодой. ну, Очень быстро. замечательно. Да, да. Ну, как бы, так сказать, Но вы обычный, знаете, что обычный вот, эффект, да. да, вот восстанавливаюсь быстро, но нет этого эффекта, вот как некоторые, я не знаю, там слышал тоже, боятся, что вот эффект от спортивного питания начинают мышцы расти, как на дрожжах. Нет, такого нет ничего. Угу, Просто быстрее в тонус ходишь и быстрее восстанавливаешься после нагрузок. угу. Ну, у нас есть бодибилдеры, да, которые употребляют, в принципе, ну, если у тебя быстрее регенерируют мышцы, быстрее регенерируют органы, соответственно, масса набора идет быстрее, но это если ты как бы стараешься это сделать. Если ты это не стараешься сделать, Ну, да, да, да. да, то зачем она будет расти-то, в принципе? У нас же Ну, я организм больше для приспосабливается. поддержания веса. В общем, ну, так, чтобы не зачахнуть совсем. Работа сидячая в основном. Угу, угу. Вот. Хорошо, а еще, может быть, со стороны внутренних органов какие-то замечания есть, интересные наблюдения? Ну, вот самое главное, это вот мигрени мои, да. Ну, а так, Кожа, может быть, зрение, глаза, слух, обоняние, осязание. зрение, вы знаете, вот начал замечать тоже в последнее время, иногда как-то улучшается зрение. Угу, Потом возвращается обратно. То есть я телефоном пользуюсь только с очками, вот, близорукость появилась со временем. Вот. А бывает так, что не замечаешь, что у меня очков нет. угу, Может быть, это освещение зависит, может, я не знаю. Но какие-то улучшения появились. угу. Ну, у меня Я не такие могу же. сказать, что точно вот из-за препарата, что вот я принимаю хорошо, не принимаю нет. А вот как-то так вот. Может быть, это просто посыл на будущее такой, может быть, действительно со зрением улучшится что-нибудь. Ну, у нас есть данные, что улучшается. Надеюсь.
Есть данные такие, что улучшаются, да, вот на... Улучшает зрение, Да, да? на 0,5 Ну вот я единиц на заметил, одну да, есть есть. такое, да. У меня у самого оно периодически, то есть как бы оно так вот туда-сюда вот так прыгает, потом раз там денек хорошо, потом раз денек обратно. У Да, меня, да, 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 вот такое. да, вот такая штука. Так вот, чтобы постоянно было хорошо, вдруг раз так переключили тумблер, и все, и хорошо стало. Нет, как-то вот скачками так. Ну вот, видимо, срок Может, так и какой-то должно должен быть? пройти. Организм приспосабливается, да? Может быть, да. Мозг же он привык уже видеть, да, вот в таком виде. То есть он как бы тоже должен перестроиться, наверное, Мгм. на обработку сигналов, как-то вот на мышечные вот эти вот все мышцы, да, вот, точнее глазные мышцы все, которые регулируют. Это же тоже, это же рефлексы, мы уже привыкли там щуриться и так далее. Ладно, это мы еще, конечно, разберемся. Хорошо, Сергей, спасибо большое за интересный рассказ, очень интересное наблюдение про мигрень, тем более столько лет она вас мучила. Желаю вам, чтобы и дальше у вас не наблюдалось этих признаков, и здоровье ваше только крепчало. Да, спасибо. Еще вот забыл сказать, вот, действительно вы правы, что с сосудами связано, что лучше эластичней может быть проходимость улучшилась сосудов. Тахикардия иногда мучила меня тоже. Сердцем были проблемы, сейчас, слава тебе, Господи, не наблюдаю. Угу. Да, То есть да. на сердечно-сосудистую систему, проверил на своем опыте, влияет положительно. Конечно, да, у нас очень таких много данных. Я и по себе сердцем, я раньше сердце, когда засыпал, я его слышал. Я слышал прям вот эти перебивки некоторые, Да, да. которые происходили. Меня это так пугало, я так в таком страхе иногда засыпал, а сейчас этого просто нет. Сердце бьется ровно, стабильно. Да. Да, да. Сон улучшился, пробуждение, вот точно, как написано в брошюре. А сон улучшился, скажите, пожалуйста, вот засыпание, время сна, просыпание, все 3 пункта или только какой-то один из них? Да, засыпание, все 3 пункта, да, и глубоко сплю сейчас. Я раньше просыпался, у меня собака дома есть. Вот, где-нибудь побежит, сразу просыпаюсь. Я сейчас вообще не слышу ее даже, где она там шарится. Угу. То есть глубоко сплю, крепко, да. Хорошо, хорошо. Ладно, ну еще раз спасибо большое. Если что, пишите, звоните, всегда поможем, чем можем, ответим на Да, любые вам вопросы. спасибо тоже, ребят, за такую поддержку в жизни. Спасибо, Кстати, молодцы. Сергей, мы давно не практиковали. Может быть, есть какое-то пожелание зрителям, которое вы хотите сказать? Если нет, нет. Ребят, пробуйте, не такие уж большие деньги, сами посмотрите, или поможет, или не поможет, ничего не потеряете. Негативных каких-то отрицательных эффектов нет. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.